Привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим один замечательный гиммик, который я назвал «Превращение карты в пакетик от чая». Ну что ж, похожий трюк уже есть, и называется он Instant Tea. Но, к сожалению, этот трюк сделать самостоятельно невозможно, так как там используются специально распечатанные пакетики, и полноценно его сделать нельзя. Но, посмотрев на него, я решил разработать свою технологию изготовления этого трюка, потому что по сути он работает достаточно элементарно. Поэтому сегодня мы его и разберем, а именно мою версию этого трюка. Итак, для этого трюка нам понадобится универсальный клей. Нужно использовать именно универсальный клей, а не суперклей. Универсальный клей может проклеивать любые вещи, в том числе и металлизированную поверхность. Также нам понадобится две одинаковые карты. В моем случае это бубовая дама. Вы можете использовать абсолютно любые карты, которые вам понравятся. Также вам понадобятся магниты. Я использую магниты 10 на 1 мм. И чайные пакетики. Я использую ТЭС. Вот так они выглядят. В принципе, есть разнообразное множество таких чаев. Но у себя в магазине я нашел непосредственно именно эти. Ну а также нам нужен будет канцелярский нож. Ну что ж, поехали! Итак, первоначально мы займемся самим чайным пакетиком. Как вы видите, нижняя часть у него идет отрывная. То есть здесь есть вот такая вот штучка для отрыва. По бокам это спаянный пакетик в этих вот частях. Ну а сверху у него идет абсолютно ровная часть. Итак, для того, чтобы нам его разъединить, необходимо взяться вот за эти края и тянуть в разные стороны. Усилий здесь, конечно, нужно давать достаточно много, но однако у меня это получилось. Вот у нас вышло вот такое вот отверстие. И в принципе наш пакетик практически не помялся. Далее нам нужно увеличить наше отверстие. Вот таким вот образом. Но максимально его не раскрывать. Наша задача только извлечь сам чай из этой упаковки. Ну, а вкусный чаек можно заварить потом. Ну что ж, отложим наш пакетик в сторону и возьмем одну из карт. Это будет наша дублирующая карта, то есть карта дубликат. Нам необходимо ее сложить в 2 раза. Для этого делаем небольшой надрез ровно посередине, не глубокий, чтобы она удобнее у нас согнулась. Вот таким вот образом. И слаживаем еще раз. Хорошенько прижмите ее, чтобы она сильно не раскрывалась. И поместите в упаковку от чайного пакетика. Просуньте ее поглубже. Теперь все, что нам осталось сделать, это взять универсальный клей и промазать ту часть, где мы разъединяли упаковку. Аккуратненько ее проклейте между собой, чтобы это было максимально ровно. Не забывайте, что на руках у вас остается частичка клея, поэтому не приклейте сами к этой упаковочке. После того, как вы все разгладили, у вас получится абсолютно новый пакетик для чая, в котором будет уже содержаться карта, которую вы будете использовать в дальнейшем. Но это только первоначальная часть нашего трюка. Далее нам нужно еще изготовить гиммик. Хотелось бы вам сказать, что в оригинальном трюке можно было карту подписать. Далее ее незаметно положить в этот чайный пакетик и продемонстрировать, что он появился непосредственно в нем. В моем случае этого сделать невозможно. То есть у нас нет такой возможности именно из-за того, что у нас не используются именно такие чайные пакетики, как в том трюке. Возможно, их не существует вообще, а он был создан непосредственно этими иллюзионистами. Но зато мы можем сделать что-то похожее на этот трюк.
Итак, возьмите еще один чайный пакетик и также разъедините у него боковую часть. Теперь нам необходимо разъединить этот пакетик вот таким вот образом. То есть нижней части, где он разъединяется, мы раскрываем его в две стороны. Вот так вот. Но открывать его полностью не нужно. Этого нам вполне хватит. Ну что ж. Далее для трюка нам понадобится бобовая дама. Но прямо в этом гиммике мы ее использовать не будем, потому что это нерациональное использование карты. Мы ее отложим для того, чтобы она у нас была действительно целой и оставалась у нас в колоде. А так нам необходимо выбрать абсолютно любую карту. Я возьму тройку бубей. Да, мы пока отложим в сторону, чтобы я ее не потерял. Ну что ж, тройку бубей мы не можем показывать с лицевой части, а можем показывать только нашу рубашку красного цвета. Соответственно, в эту сторону необходимо нам ее выгнуть. Для этого возьмите канцелярский нож и прорежьте приблизительно посередине вашу карту. Лучше всего это будет, если вы ее разрежете ровно посередине. Опять же, полностью разрезать ее не нужно. Нам нужно сделать небольшой прорез для того, чтобы можно было ее согнуть. Хорошенько ее разровняйте. И теперь в ход пойдут наши магниты. Их необходимо закрепить с одной и со второй стороны. Вот таким вот образом. Как только мы их закрепили, теперь можно взять обыкновенный суперклей. Он хорошо подойдет для приклеивания. Переворачиваем на другую сторону. Капаем еще одну небольшую капельку. И приклеиваем наш второй магнит. Теперь возьмите универсальный клей и промажьте боковые части вашей карты. Промазывайте от самого края приблизительно 2-3 мм дальше, так как при зажатии чайного пакетика и карты клей будет растекаться. И нам не нужно, чтобы он проклеил нашу карту полностью. Правильнее сказать, не склеились две наши половинки карты. Хорошенько выровняйте ее и приклейте одну из сторон от чайного пакетика. Хорошенько все промажьте. Теперь переверните на другую сторону и также промажьте вторую сторону вашей карты. После того, как вы ее промазали, необходимо подклеить и вторую часть. Ну что ж, вот такой гиммик у нас получился. Он еще не подрезанный. Нам необходимо будет подрезать вот эти вот части. И у нас появляется чайный пакетик. Ну что ж, теперь перейдем к самому трюку. Итак, наш дубликат мы можем отложить в сторону, ну а правильно спрятать ее в задний карман. А гиммик необходимо подготовить, то есть он у нас должен быть заряженным. Зарядите его вот таким вот образом и также спрячьте, предположим, в задний карман. Теперь вам необходимо навязать даму бубей зрителю. Для этого можно попросить зрителя, чтобы он сказал стоп в любой момент. Перехватите верхнюю часть колоды и поставьте зазор на мизинец. Далее можете зрителя попросить еще раз сказать стоп в любой момент. Он говорит стоп, и вы снимаете в том месте, где у вас находится бобовая дама. Сами вы ее не должны видеть. То есть эту карту должен снять непосредственно зритель с колоды. Ее запомнить, показать другим зрителям. Вы можете или развернуть веер, или отдать колоду карт
в руки зрителю, чтобы он эту карту спрятал куда-нибудь в середину колоды, ну и, предположим, перетасовал саму колоду. Пока зритель будет перетасовывать колоду, вы аккуратненько должны достать гиммик, перехватить у него и сделать превращение. Говорите, что вот у меня есть карта, я не знаю, это ваша или нет, но она превращается в чайный пакетик. Далее аккуратненько достать второй чайный пакетик из кармана, положить на него гиммик. Далее вы забираете колоду, гиммик оставляете под колодой, а зрителю уже можете отдать в руки ваш подготовленный дубликат. Далее колоду карт с вашим гиммиком вы можете спрятать или же отложить куда-нибудь в сторону, чтобы зритель не заметил вашего гиммика. Далее зритель открывает упаковку от чая и будет крайне удивлен, увидев там карту, которую он загадал. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока!